Доброе утро. Вот уже собрались, палатки сняли. Сейчас чаек, кофеек и поедем. Хотел сказать, что ночь была очень интересная, так как бы неожиданно, потому что первый раз я спал в полярную ночь. Другими словами, светло было всю ночь. Белой ночью, вот. Так как мы на той же широте находимся, как Питер, неудивительно. Но экспириенс был, конечно, очень такой необычный. Уснуть было тяжело. И когда просыпаешься, организм хочет сразу встать. Ну вот моя первая полярная ночь. Так, сегодня у нас задача доехать до Доссона, Сирии. Где-то 500 километров, совсем недалеко. Поэтому у нас есть немножко время. Мы решили подъехать в какой-то местечковый музей, посетить. Ну, еще там пару каких-то таких очень scenic views. Так что stay tuned, будем держать вас в курсе. Также хотел показать вот сзади меня эти домики. Тут такие домики рентуются специально для мотоциклов. Не знаю, почему там машина стоит, но неважно. А, Накид как раз для двоих мотоциклов, чтобы были под шелтер, вот как вы видите. И там две постели, две розетки и все. Идеально для мотоциклов, и, как видите, таких тут очень много. Все продумано для нас, для байкеров. Так, все, асфальт у нас закончился. Пошла Вика. Очень техническая дорога. Все идет нормально. Вот едем через перевал. Дорога открылась. Собственно говоря, White Horse здесь, а мы находимся в самом-самом маленьком ущелье Mile Canyons. А, по этой реке, Yukon River, люди шли за золотом в Доусон-Сити. И самое интересное, ты увидишь там. Пойдем покажу. Идем. Оставь на паузу, потому что надо... Пока стараюсь охватить всю эту красоту. Продолжай, рассказывай, интересно. Вот. Собственно, после зимы начали на лодках идти все, и по незнанию очень много было волн, и начали лодки разбиваться, и люди гибнут. И потом government сказал, что нет, ребята, так проходить не может. И они поставили вот там вот специальных ребят, которые уже, конечно, за денежки проводили гайды через каньон, Через каньон, да? чтобы уменьшить эту смертность. Просто разбивались. Ладно, да. Ну, сама река какая красивая, посмотри. Да. Ты говоришь, она сейчас малотечная, да? Ну, сейчас да, а обычно она бушует здесь. И самое интересное, насколько я прочитал из истории, что почему White Horse? Почему белая лошадь? Потому что когда эта река идет волнами, создается пена и выглядит как грива лошади. Понятно, это не знал. Поэтому White Horse. Вот кусочек истории. Да. Ну, немножко интересно. Когда в такой красоте, как не пройтись по этому мостику? Влади, Олежка, вперед, так, кстати, что пойдет он? В смысле, первый. Да, вот тут, конечно, открывается вид сказочный. Сказочный. Я думаю, люди отсюда ныряют иногда. Хорошая рынка. Вот хочу показать, какой тут просто дроп. Давай туда не дропнемся. Просто вертикальный. Это красивый очень каньон. Зайти на край и посмотреть вниз. Я, кстати, никогда не видел столько мотоциклистов, и действительно настоящих мотоциклистов, которые делают оффроуд, которые делают большие расстояния, без доры. И причиной этому это Доусон-Сити. Это город, в который мы сейчас едем.
Это город, откуда начался Клондайк, когда был Gold Rush. Это золотая лихорадка. Был построен этот город. И каждый год там празднуется праздник лета, solstice, летнего, даже на русском не знаю, как будет solstice. Так как раз мы попадаем на этот праздник, на этот фестиваль. И что-то там ожидается около, хрен знает сколько. Из них, наверное, половина попробует поехать на север, на Арктический океан, Северный Ледовитый океан. И из них, наверное, половина доедет. Так что вот такое паломничество будет у нас на океан. После праздника. Сам праздник идет в пятницу ночью, в 12 ночи. Обязательно все сниму для вас. Так что stay tuned. Формальности, но в столице нужно отметиться. Ну, все, теперь я тут. Мы привыкли, что каждое утро я вам показываю какие-то новые локейшны Тим Хортонса в разных глубинках нашей родины. Тут-то было. Мы сегодня, ну, так как у меня очень знатный тургайд, мы сегодня делаем обзоры. Вот сейчас мы находимся... Не дает покоя, да? Нет, нормально. Вот мы находимся в СС Клондайк. Это судно, которое переправляло проспекторс, которые во время Gold Rush ездили на Клондайк. Это было... I'm assuming, это было именно и то судно. Сейчас тут не пускают, закрыто, но снимать все равно можно. Сейчас я сниму с фронталки. После Клондайка в 1930... Это судно переправляло людей в Досон-Сити, где и был Gold Rush. По-моему, с 37-го там по 50 какой-то год. Вот такая маленькая предыстория. Ладно, я шучу. Без Тим Хортонса не обходится ни одно утро. Вот. White Forest Тим Хортонс. С условием тем, что после военных, когда Вторая мировая война закончится, это же останется в канадском government, канадском распоряжении. Поэтому канадцы тоже участвовали в этом. Все понял, да. Мы тут обсуждаем, почему была построена Аляска Хайвей и канадцами, и американцами, хотя нужно было американцам. А сейчас мы в даунтауне White Horse. Это, в принципе, есть самый-самый даунтаун, Мейн-стрит. Идем на речку. Посидеть, попить кофе. Вон там уже, видите, вышли на речку. Вообще спокойный город. Нравится. Вот впереди нас едет грузовик и поливает все чего-то зеленым справа. Я думаю, это от пожара. Также сейчас поднялись на гору, из горы было видно, что впереди будет пожар, поэтому... Ой, завоняло. Зачем он это поливает? Так что да, вот такие меры тут делаются противопожарные. Ну, объезжайте, братцы. Эта вся колонна, это не наши. А там Олег впереди, а остальные просто ребята, которые по дороге мы встретились. И сзади тоже. И как бы мы уже сейчас на финишной прямой к Досон-Сити, поэтому уже никто не обгоняет, просто едем. Одной большой колонной, тем конвоем. Чем ближе на север едем, тем больше мотоциклистов, правильных мотоциклистов, по правильных мотоциклах. Остальные это уже арвишки и разные фуры. Вот где-то каждые 2 часа у нас заправка. Вся заправка, едем дальше. Вот пока я жду тут трафика, тут у нас construction. Решил посмотреть на эти цветы, что это такое. Вот, посмотрите сами. Запах у них просто медовый какой-то.
Как вы видите, тут только либо мотоциклисты, либо армишки. Сейчас мы застряли на очередном перевале. Тут каждый светофор ждем по 15 минут, поэтому можно спокойно перекурить, если бы я курил. Впереди каньон. Вот хочу показать снова пожар. Дым идет до... Тут уже не видно его. Так, мы уже почти подъезжаем. Сейчас будет знаменитая Dempster Highway, в принципе, на которой мы через 2 дня и поедем. Она ведет к Арктическому океану, с Северного Ледовитому, и примерно 900 километров, если я не ошибаюсь. Мы там еще остановимся. Well, just met another fella, originally from UK, lived in Kazakhstan, speaks a whole bunch of languages, including Russian. Привет. Привет. But now actually lives in Brazil and drove all the way from Brazil. This is so cool. Sao Paulo. This is so cool. What's your name? Sorry. Henry. 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 Jack. Good to meet you, Henry. And we're all wearing about the same jacket, so we will blend in. Yeah, almost. Yeah, That's good stuff. so cool. And we're standing right by the legendary Dempster Highway entrance, which we're gonna take in 2 days, I guess. Вот мы въехали в Dawson City. Слева течет Klondike River. Справа такой как бы subdivision старых домов, все историческое. Но вот такой симпатичный городок. Старый город. Все в этом стиле. What it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience. Ну, это такое приятное впечатление. Вот Information Center. Сейчас узнаем, чего как. Сейчас едем через исторический центр города, очень красивый. Вот это Triple J, где будет все происходить. Главный ивент завтра. Сейчас хотим узнать всю информацию. И такое маленькое впечатление, что попал в 19 век, а не 21. Куда ни посмотри, все старое, если не мотоциклы. То есть 365 других дней в году здесь наверняка очень пустовато. И перекати поле, наверное, катается. А сейчас весело. Сейчас мы едем на паром. Да, на мотоциклы везде. Это радует. Хотя ни одного мотоциклетного шопа тут нету. А есть один. Я в него заехал, и во время фестиваля он закрыт. То есть у него есть возможность единственный раз в году сделать бизнес, когда столько понаехало мотоциклистов, а он закрыт на все выходные. Так что вот такие дела. Вон куда мы едем, на ту сторону, на ферри, на другую сторону Klondike River, а потом возвращаемся сюда. Он тоже какой-то музей. А это очередь на ферри, наверное. Да. Так, вот загружается ферри. Сейчас посмотрим, кого. Yep, just over there, right? Thank you. No one knows what it's like
be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Watch this cars coming behind you, okay? Right, thanks, bud. Stay at your bike though. Hmm? Stay here. Yeah, I'll stay behind. Yep, thank you, bud. Hold on to it when we go across. Hmm? They do fall. One fell earlier today. It's pretty rough here, right? Приехали, что будет главный ивент. Это паркинг-лот. Смотрите, сколько мотоциклов везде. Куда не посмотришь. Сейчас просто собираем информацию. There's a nice GS with a sidecar. There's one with an Ural sidecar. It's pretty cool. It's another GS, another GS. Another two GSs. And another GS. So BMW is the most popular bike here. It's official. There are more bikes there, of course. There's another GS there. And another GS there. And one Harley, two Harleys, three Harleys. And the rest is all GS. Таранчик. И взяли греческий старсинг и взяли флюда. Это Гирос. Гирос в Клондайке. Вот этот большой пожар, дым до облаков. Это Аляска горит. Top of the World Highway, и поэтому закрыли хайвей, и туда мы сейчас попасть не можем. Это из негативов. Из позитивов мы туда сейчас не едем. Вот мы в очереди стоим на паром. Вот там паром. И едем его на ту сторону, на той стороне реки Юкон, где мы и будем ночевать сегодня. Надеюсь, этот пожар до нас не дойдет. Пересекаем Yukon River. Как мне объяснили, это сейчас все не маленькое. Местечко, где мы останемся на ночь. Это Олега, Kia, мотоциклы. Олега Восхитительно. замечательное настроение. Место такое живописное. Прямо на реке Юкон, там, где река Клондайк впадает в городе Досон. Здесь парк у них Provincial. А сейчас будем искать, где вода, туалеты, там что-то покушать. Так что будем делать маленький ресерч. Сейчас Yukon River такая спокойная. Скалы. Такая маленькая lookout point. Пляжик. Олега. Очень красиво, спокойно, тихо. И светло, хотя уже и вечереет. Так как у нас 10 полярные. А как называется полярный день? Да, полярный день.